Народные кухни – удивительный предмет. В любой народной кухне из одних и тех же продуктов зачастую можно приготовить совершенно разные блюда. Сегодня из риса, мяса, курдючного сала, морковки и лука я приготовлю... Нет, не плов. Сегодня я приготовлю суп. Узбекский суп, который называется мастава. Уж если говорить про настоящую узбекскую еду, то, конечно, все должно начинаться с курдючного сала. Я мог бы взять и растительное масло, но сегодня у меня случай особенный. Дело в том, что мой земляк, хороший знакомый, мастер из Ташкента Хайрулло, прислал мне новый нож. Нож, которым он гордился, а узбекские мастера, когда продают новый печах покупателю, советуют: брат, ты сначала этому ножу сало дай немножко порезать. Понимаете, самое лучшее. Итак, начинаем. Курдючное сало режем на кубики, как для обычного плова. Мастава относится к таким, знаете, домашним узбекским супам. А для домашних блюд в Узбекистане много мяса не берут. Вот 500 грамм, 600 грамм. Это более чем достаточно для очень большой семьи. Поверьте мне. Пусть кубики мясные будут чуть-чуть крупнее, чем для фарша, ну вот на самсы, на манты. Вот примерно такие же. Традиционно узбекские ножи не делают такими твердыми, как японские. Но возле любого узбекского ножа обязательно должен лежать либо мусат, либо камешек, либо хотя бы вот пиалушка с таким гладеньким донышком. Нож от него постоянно поправляют, и он снова режет, как новенький. Видели? Лук. Вот у меня 2 луковицы, 1,5 головки я порежу кубиком. Ну как, вот 3-4 миллиметра, этого достаточно. Может быть, чуточку крупнее, чем я бы резал на люля-кебаб. Может быть, чуточку крупнее, чем я бы резал, скажем, для мантов или самсы. А оставшуюся половину мы порежем довольно тонкими полукольцами. Я потом объясню, для чего это надо. Раз мастава это суп, а не плов, то количество ингредиентов, которые положены на плов, надо разделить на 2. Для зажарочных супов морковь обычно нарезается достаточно крупными кубиками, потому что мясо, когда пожарится, оно станет такого же размера примерно, как и кубик моркови. Чесночком, помидорами, картошкой будет время заняться и возле казана, но первым делом надо правильно вытопить курдюк. Правильно и грамотно вытопить курдючное сало, здесь тоже есть секреты. Я когда был очень молодой, то тоже сильно разогревал казан, закладывал в него курдюк, и курдюк у меня в казане практически жарился. Сейчас я немножко поумнел, и я поступаю по-другому. Видите, я специально налил немного воды, прополоскал казан и тем самым немного остудил казан. Сейчас температура казана имеет примерно 100 градусов. Я закладываю сало в казан, а он не шипит. Вот пусть на небольшом огне сало лежит, аккуратненько греется, аккуратненько тает, но пускай оно ни в коем случае не чернеет. Так получится намного вкуснее. Видите, курдюк какой стал? Он снизу уже золотистый, а сверху прозрачный. Самое время его переворачивать. Вот и все. А выжарки остаются беленькими, легкими, очень сухими и практически такими же вкусными. Я знаю, о чем сейчас подумают некоторые ребята. Они подумают, что вот этот тонко нарезанный лук, сюда вот соль, да, и дальше все как в книжке написано. Ребята, мастава – блюдо домашнее. Это вам не плов, который готовят в чайханах, который готовят в мужских компаниях. И там эти 50 грамм может быть вполне уместны. Ну зачем? Вот, собственно говоря, перекусить-то можно, а закусывать не обязательно. Тем более, что вы дома, в домашней атмосфере находитесь. Я видел семьи, где сыновья, мои ровесники, перед родителями не пьют. Я видел семьи, где дети, подростки уже, студенты, встают и стоя слушают, когда к ним обращаются старшие. Я вам всю эту философию сейчас не случайно рассказал. У меня время было. Мне это время было необходимо для того, чтобы жир в казане как следует нагрелся. Вот теперь он нагрелся хорошо, и теперь он готов к тому, чтобы принимать в себя и мясо, и лук, и чтобы все пожарилось как следует. Мы закладываем и мясо, и лук одновременно. Уникальный случай. Не мясо вперед, не лук вперед, а лук вместе с мясом.
Пожалуй, что дровишек подбросить надо. Сейчас пламя облизывает весь казан. Кипит у нас только снизу. А вот эти части казана, стенки казана, как следует нагреваются. И когда я подбрасываю сюда мясо и лук, все очень быстро вскипает. Я как бы собираю тепло со всего казана, понимаете? Не только с его донышка, но со всего казана. При частом помешивании мы обжариваем все до тех пор, пока сок не начинает краснеть. Вот как сейчас, такой золотисто-красный, вкусный цвет. Я посыпаю перцем, и я солю именно мясо с луком. Те продукты, вкус которых мне необходимо выделить в готовом блюде. Посмотрите, что сейчас произошло. Из мяса выделялись соки, да? И эти соки, из-за того, что я постоянно помешивал, они не осели на казане, а они осели обратно на мясо. Вот мясо сейчас выглядит как лакированное, оно блестит. А вот теперь самое время для моркови. Отсыпаем всю морковь. Вот видите, те поленья прогорели, огонь уже уменьшается. За это время и морковка стала как бы лакированной. Знаете, не все готовят со свежими помидорами. Если не сезон, то и в Узбекистане тоже могут использовать томатную пасту. И вот томатную пасту следовало бы положить прямо сейчас. Я хочу получить результат более такой мягкий, более комфортный, более диетический. И посмотрите, я не случайно лью ее по стеночкам, там, где у меня образовался некоторый нагар, и прохожу следом шумовкой. Для чего? Мне надо поднять этот нагар, как говорят повара. Мне надо как бы растворить его в том бульоне, который у нас сейчас получится. Если вы будете готовить на полкило мяса, то воды уйдет примерно 2 литра. Риса надо будет взять грамм 200, не больше. Но я готовлю из целого килограмма мяса. Поэтому воды я взял 4 литра, а риса грамм 400. Вот, закипает. Посмотрите, какой цвет бульона. В европейской кухне вот такие бульоны, приготовленные из запеченного мяса, из полуобжаренного мяса, называются красными бульонами. И на самом деле ведь красный оттенок отдают. Теперь самое время подумать о закладке других продуктов. Рис и картошка – крахмалистые продукты. Поэтому сначала надо приглушить кислоту, которая свойственна томатам. Посмотрите, томаты я опускаю все сразу. Должен появиться вкус готовых помидоров. Раньше в Узбекистане ни помидоров, ни картошки не было, и закисляли какими-то другими плодами, возможно, какими-то плодами типа сливы, типа урюка, достаточно кислыми, да? А вместо картошки закладывали репу. И сейчас тоже многие предпочитают сочетать репу и картошку. Репу, конечно же, нужно положить заблаговременно, потому что репа готовится намного дольше. Еще обратите внимание. Если готовить прозрачные супы, например, такие как шурпа, либо любые европейские бульоны, то ни в коем случае ни в казане, ни в кастрюле не должно кипеть так бурно, как у нас кипит сейчас. Но мы сейчас готовим суп на зажарке. Раньше подобного рода супы, что в Средней Азии, что в Азербайджане, готовили именно из каурмы, то есть из зажаренного, заготовленного впрок мяса. И такой суп не может быть прозрачным. Кроме того, в этот суп добавлено довольно большое количество жиров. Так принято. Такие супы должны быть очень сытными. Если будет кипеть медленно и осторожно, то весь жир соберется на поверхности. А это не то, что нам надо. Нам надо, чтобы этими жирами пропитались морковка, картошка и даже тот рис, который мы опустим в этот казан спустя несколько минут. Время закладки чеснока и перца сильно зависит от того, какой вкус вы хотите получить. Хотите, чтобы чеснок посильнее кусался? Положите его попозже. Хотите, чтобы запаха перца было побольше? Во-первых, можно положить не один перчик, а 2 и заранее. Но я закладываю все вместе, одновременно. Это вполне соответствует моему личному вкусу. А когда вы будете готовить для себя, вы это должны учитывать. И теперь еще один прием. Такое встречается только в узбекской кухне. Понимаете, там уже был лук. Но то был лук жареный, а теперь нужно положить лук свежий, тонко порезанный.
для некоторой остроты, пряности блюда. Вы видите, сколько супа получилось? Был килограмм мяса, было 400 грамм моркови, было 400 грамм картофеля, лук был, воды сколько было. А риса мы берем, ну вот полкосушечки. 30-40 грамм риса на 100 грамм мяса. 30 грамм риса – это практически на порцию на одного человека. То есть то, что мы здесь приготовили, этого хватит 10 либо 12 людям хорошо покушать. Осталось подготовить небольшой соус к мастеве. Здесь у меня 3 зубчика чеснока, а это стакан хорошего густого йогурта. То, что называется в Узбекистане катык. Если у вас йогурт абы какой, ну добавьте в него хорошей сметаны. Получится то, что нужно. Посмотрите, обычно чеснок и давилка. Сюда же буквально щепотку соли. Перекладываем в пиалу йогурт. Размешиваем, и все готово. В Узбекистане практически ко всем супам обязательно подается зелень. Иногда еще раз подают тонко порезанный лук. Ну, а такого рода заправочным супам непременно подают какие-то острые приправы. То, что называется лоичан. Часто они изготавливаются из чеснока, красного перца, немного растительного масла. А у меня здесь обычная домашняя аджика. Но тем не менее, я уверен, что она подойдет просто отлично. Пока говорили, вот все и готово. Вот что значит оптимизация процессов на кухне. Накладываем. Ну, сначала давайте что-то густое положим, да? Теперь немножко жиденького. Зубчик чеснока мне попался. Как обойти чеснок внимание? Надо поискать мясо. А теперь, разумеется, зелень. А теперь, разумеется, тот самый соус из катыка, из йогурта, из сметаны. Примерно так же, вот как мы сметану закладываем. Не надо размешивать. Знаете, как надо кушать? Надо брать ложку горячего, эта сметана пускай стоит отдельно холодным комком, а оттуда понемножку отщипывать, и чтобы смешивалось уже во рту. Поверх сметаны немного остренько. Мне остается вам только пожелать больших успехов в труде, крепкого здоровья, создания крепких и дружных семей и, конечно же, приятного аппетита.